Всем привет! Сегодня мы на холме Какат, где располагается самое крупное кладбище в Ницце. Также здесь расположен второй по величине русский некрополь во Франции после Парижского. Здесь на надгробиях можно увидеть фамилии известных русских князей, такие как Оболонские, Волконские. А также сегодня мы вам покажем первый православный храм в Ницце – Николо-Александровскую церковь. Оставайтесь с нами, ведь впереди все самое интересное. Поехали! Это уже похоже на более простое кладбище, нежели кладбище Шато. Вот немного архитектуры и на этом кладбище имеется, но по сравнению с кладбищем Шато это, конечно же, достаточно скромно. И снова большое количество итальянских фамилий. Все-таки Ницца – это очень итальянский город. Кладбище на холме Какат огромное, и русское кладбище всего лишь небольшая часть на этом холме. Как много здесь туй, и они такие достаточно большие, и это говорит нам о том, что это кладбище старинное. А вот, друзья, захоронения жертвам, павших в годы Второй мировой войны. Такая достаточно значимая часть могил, павшим на войне, в виде меча. Меч как крест. Здесь вот могилы, павшим в Первую мировую войну с 14 по 18 год. Каждая война рано или поздно заканчивается, а вот людей не вернешь. Только могилы остаются. Вот что порождает война. Посмотрите, какое количество захоронено здесь именно павших в годы войны. На этом кладбище могилы с крестами и кружочками красными – это могилы воинам Второй мировой войны, а кресты в форме меча – могилы воинам Первой мировой войны. По количеству могил жертвам Первой мировой войны можно видеть, насколько эта война более значимая для Франции была. Жертв гораздо больше. Очень много исламских захоронений среди воинов, павших в годы Первой мировой войны. Такой достаточно величественный монумент, наверное, один из самых привлекающих к себе внимание. И, насколько мы поняли, это каким-то правящим особам в городе Ницце. Эти прекрасные туи создают вот впечатление, что все-таки как будто мы по парку прогуливаемся. А это кладбище. Здесь вот можно прийти, помолиться, поставить свечки. Кладбище по-настоящему огромное. Итак, мы наконец добрались до русской части кладбища на холме Какат. Пойдемте посмотрим, что там внутри.
Посмотрите, какое чудо для здешних мест мы нашли. Самая настоящая русская березка. Без листочков, так как у нас зима. Итак, что сразу бросается в глаза по архитектурному изобилию могил, здесь все гораздо скромнее, нежели на холме Шато. Этот ролик вы можете посмотреть на нашем канале. Там, на мой взгляд, гораздо грандиознее. Малая церковка, свечи оплывшие, камень дождями изрыт до бела. Здесь похоронены бывшие. Здесь похоронены сны и молитвы, слезы и доблесть, прощай и ура. Штабс-капитаны и гардемарины, хваты полковники и юнкера. Ваше сиятельство, их благородие, белая гвардия, белая стая, белое воинство, белая кость. Влажные плиты травой прорастают, русские буквы, французский погост. Это слова из стихотворения Роберта Рождественского, написанного им после посещения кладбища Сен-Женевьев-де-Буа. И в полной мере эти пронзительные строки можно отнести и к русскому кладбищу в Ницце. К сожалению, кладбище не такое ухоженное, как даже если сравнивать с муниципальным кладбищем на холме Какат. Вот, немножко тут вот заросшее все. Вот такие интересные фамилии здесь можно встретить. Вот. Варвара Дмитриевна Римская-Корсакова. Графиня Александра Степановна Капнист – это дочь адмирала Макарова, который погиб во время русско-японской войны при взрыве броненосца. И вот знаменитое фамильное захоронение князей Оболенских. Здесь такие известные имена, как князь Леонид Николаевич, Николай Николаевич, княгиня Наталья, урожденная Сологуб, княгиня Елизавета, урожденная Демидова. Это все достаточно знакомые фамилии со своей историей. Русское кладбище вот с таким потрясающим видом. Видно море до горизонта, виден аэропорт, который здесь рядом. Посмотрите, какая надпись. Так мало прожито, так много пережито. Захоронение фамилии Волконских. Можно увидеть князь Владимир Михайлович. И посмотрите, несмотря на то, что это русское кладбище, многие захоронения здесь уже во французских традициях, как одна могила, по сути, склеп, где хоронят целыми поколениями. На задней стене часовни есть массовое захоронение. На этом братском склепе обрели место вечного упокоения изъятые из земли после 5-летнего погребения на Ницком городском кладбище останки скончавшихся. Да будет воля твоя. Такую надпись можно увидеть здесь на очень многих захоронениях. Захоронение Бориса Михайловича Носика, достаточно известного писателя. И, как мы уже видели на еврейском кладбище, такая еврейская традиция складывания камней на могиле. Видимо, у Бориса Михайловича были еврейские корни. Или у кого-то из здесь захороненных. Отсюда прекрасно видно, что кладбище действительно находится на холме. Посмотрите, какая красота. И практически весь аэропорт виден. И туда уже вправо уходит берег. Там у нас Антиб, Канны и дальше Сен-Тропе, Марсель. Статский советник Константин Романович Овсяный
И могилы с такими надписями, с подобными, здесь можно много встретить. Князья, принцы, статские советники, генералы. Кладбище русской эмиграции такой первой волны. Вот такое интересное с точки зрения истории. На русском кладбище в Ницце захоронен цвет русской аристократии. Один из самых известных генералов захоронен здесь, главнокомандующим войсками Кавказского фронта, генерал Николай Николаевич Юденич. Вот, тоже захоронен здесь. Ну и вот еще одна могила с известной фамилией: Александр Николаевич Голицын, принц, и принцесса Голицына Марина Петровна, урожденная Романова. И посмотрите, насколько скромное захоронение, скромная плита. Здесь вместо памятника посажено дерево. Ну вот мы поднялись на самую вершину, и здесь кладбище упирается в бамбуковые заросли. Итак, мы приехали на Ру Лангшам, где находится Николо-Александровская церковь. Это первая православная церковь в Ницце, и она неотъемлемым образом связана с русским кладбищем Кокат, поскольку земли под них были выделены в одно и то же время. А русским просто необходима была церковь здесь, но ее значение возросло именно после революции, поскольку церковь стала являться той частичкой Родины, которая была очень важна для эмигрантов. Полностью она называется «Русская православная церковь во имя святителя чудотворца Николая и мученицы царицы Александры». Была освящена 31 декабря 1859 года. Мы с вами побывали на Большом муниципальном кладбище в Ницце и на Русском кладбище. И для нас, как для иммигрантов, было интересно исследовать историю иммиграции прошлых лет. Было интересно увидеть многие знаменитые знакомые фамилии. А если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами. Бон вояж!